В этом ролике я расскажу про маршрутизацию, иначе называемую роутингом, во фреймворке Хлеб 2. В документации фреймворка подробно описан этот процесс. В этом видео постараюсь объяснить и показать его наглядно. Сейчас это страница, которая открывается по корневому URL адреса сайта. На первом этапе, когда клиент отправляет HTTP запрос через браузер, а может отправить и через curl в командной строке, сервер запускает процесс обработки этого запроса. Механизм маршрутизации направляет, какой код будет выполнен или какой PHP-файл при распознавании конкретного запроса. На конечном этапе фреймворк генерирует данные, которые будут отправлены клиенту. В данном фреймворке маршруты расположены в файле map. По умолчанию здесь один исходный маршрут, обслуживающий корневой адрес ресурса. Его показывал ранее. Также здесь назначен шаблон из папки с ресурсами. Вот шаблон, в нем HTML-код. Возвращаясь к маршрутизации, можно сказать, что все файлы маршрутов будут расположены в папке routes. Разбить маршруты на несколько файлов довольно просто. Вот я вставил новый файл. Подразумевается, что все маршруты в нем будут использованы в общем списке маршрутов, в том месте, где он вставлен, в той очередности. Если в него зайти, видно, что я добавил здесь пару демонстрационных маршрутов, а также обернул их в группу. А забегая вперед, скажу, что вот этот префикс у группы добавит API префикс к адресам внутри группы сюда и сюда. А также нужно сказать, что это демонстрационный ответ. Скорее всего, в реальном API у вас будет контроллер, также будут заголовки, тип контента для JSON, и методы могут быть здесь другие. Put, post и остальные. Давайте проверим, как это выведется. Вот основная страница API. Вот вторая. Сравниваем. Все вывелось как надо. Основное предназначение маршрутов — это само присвоение адресов и обработчиков к ним. Рассмотрим отдельные маршруты. Сейчас основной маршрут по корневому URL ресурса вводит шаблон view. Вот еще показан маршрут, который возвращает простую текстовую строку. Нижний маршрут использует специальный класс контроллер. В нем указан сам класс обработчик, так и метод класса. К слову, если метод назван индекс, его можно не указывать. Также можно заметить, что у новых маршрутов не присвоено название, имя, как у основного. Вообще хорошей практикой будет присвоение уникальных имен маршрутам, но здесь при возврате обычной строки нам не понадобится это имя, а для контроллера, для маршрута с контроллером я не стал указывать название, чтобы показать, что будет работать и так. Давайте посмотрим на сам класс контроллера. Это базовый демонстрационный класс. Видно, что здесь указанный метод возвращает шаблон, точно такой же, как указан у нас в основном маршруте корневого URL. Здесь может быть возвращен текст, HTML, много различных вариантов. Например, если вернуть массив, то он автоматически преобразуется в JSON.
Еще нужно сказать про возможное пересечение маршрутов. Когда файл с маршрутами значительного размера, есть вероятность, что два маршрута могут в нем пересекаться. Например, вот у этих трех маршрутов указан один и тот же адрес. Второй из них не будет при этом никогда использован, потому что всегда будет использован первый. Будет выводить текстовую строчку. А при этом с третьим маршрутом все в порядке. Он использует другой HTTP метод post, и по этому методу будет использован.